Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Как избавиться от давления раз и навсегда? Проблема высокого артериального давления за последние годы значительно помолодела. Почти половина людей старше 35 лет, имеющих избыточный вес, уже жалуются за скачки давления, а к 50 годам медицинская статистика становится еще печальнее. До 80% респондентов отмечают у себя признаки гипертонии. Чтобы внести ясность, подчеркнем, гипертоническая болезнь и симптоматическая артериальная гипертензия – это разные заболевания. Первый недуг, как полагают современные специалисты, имеет наследственную природу. У гипертоников хрупкие периферические сосуды, и чем дальше они от сердца, тем тоньше. Сердечная мышца также может быть от рождения ослабленной. С возрастом эти причины приводят к тому, что сердцу приходится биться все интенсивнее, чтобы снабдить кровью отдаленные уголки организма. Как результат – высокое артериальное давление. Определить человека, предрасположенного к гипертонии, очень просто. У него все время холодные конечности. Во время бега он сразу задыхается и испытывает колющую боль в груди. А в анамнезе у него, скорее всего, есть гипертоники. Второе заболевание мы не получаем в награду от родственников, а зарабатываем сами с помощью нездорового образа жизни и неправильного питания. Причины симптоматической артериальной гипертензии следующие: курение, алкоголизм и наркомания, избыточный вес и высокий уровень холестерина, засорение сосудов неорганическим кальцием, дисфункции и хронические заболевания сердца, почек, печени, желчного и мочевого пузыря, стрессы и утомление на работе. Все 5 причин высокого давления при желании можно устранить. Труднее всего справиться с 4-м фактором, но и тут ситуация не безнадежна. А наш сегодняшний разговор будет посвящен борьбе со 2-й и 3-й причинами высокого артериального давления, а конкретнее – очищению сосудов в домашних условиях с помощью свежевыжатых овощных соков. Почему забиваются сосуды? У каждого типа сосудов есть свой персональный враг. Это то, что вредит именно им. В артериях скапливается плохой холестерин. В венах могут образовываться тромбы. В капиллярах, помимо мелких тромбов, могут образовываться заизвесткованные участки. Решающую роль в образовании истончений и повреждений на стенках сосудов играет аминокислота гомоцистеин. Она образуется из метионина, содержащегося в жирных продуктах животного происхождения – мясо, колбасы, сосиски, творог, сыр. Нейтрализовать гомоцистеин помогает фолиевая кислота и другие органические кислоты, содержащиеся во фруктах и овощах. Нужно отметить, что сосуды могут забиваться также микробами, бактериями и продуктами их жизнедеятельности, а также газами, например, у любителей подводного плавания. Обе эти ситуации чрезвычайно опасны и требуют врачебного вмешательства. Внимание! Данный метод не подходит, если вам нужно срочно понизить давление. Как очистить сосуды овощными соками? О питательной и витаминно-минеральной ценности свежевыжатых овощных соков вы наверняка хорошо знаете. Они усваиваются почти мгновенно, в течение 10 минут, и в кровь сразу же попадают полезные вещества. Но среди этих веществ есть и такие, которые действуют подобно растворителю. Они расщепляют холестериновые бляшки и известковую скорлупу, разжижают слишком густую кровь и даже изгоняют из почек, мочевого и желчного пузыря скопившийся там песок. Как же это работает? Свекольный сок. В свежем соке из красной свеклы и ее ботвы содержатся витамины А, B1, B2, B9, С, П, пектины, бетаин, органические кислоты, натрий, кальций, калий, железо, медь, магний, марганец, фтор, хлор и йод. Такой прекрасный набор витаминов укрепляет иммунитет, восстанавливает силы и борется со свободными радикалами, то есть выполняет в организме омолаживающую, антиоксидантную и антиканцерогенную функцию. Пектины борются с гнилостными процессами в пищеварительном тракте, препятствуют размножению болезнетворных бактерий, способствуют расщеплению холестерина и выведению из организма тяжелых металлов, радионуклидов. Бетаин – ценная аминокислота, необходимая для синтеза холина и его производного – ацетилхолина. Холин препятствует отложению жиров во внутренних органах и на стенках сосудов, а также расщепляет уже скопившийся жир, а ацетилхолин участвует в проведении нервных импульсов в тканях. Органические кислоты выступают тем самым природным растворителем, благодаря которому свекла разжижает и очищает кровь от скопившегося мусора, извести, мелких тромбов и холестериновых бляшек. Минеральный состав свекольного сока заслуживает особого внимания. Хотя железа там и немного, его качество и усвояемость очень высоки. Именно поэтому свекла способствует активному синтезу эритроцитов, красных кровяных телец, а значит улучшает нашу кровь.
Процентное соотношение натрия и кальция 10:1, а это значит, что кальций в сосудах и капиллярах будет отлично растворяться. Хороший баланс между калием и хлором 20:8 обеспечивает очищение печени, желчного пузыря и почек, а также стимулирует работу лимфатической системы. Регулярное употребление свежевыжатого свекольного сока показано при железодефицитной анемии, расстройствах менструального цикла и климаксе, ожирении и атеросклерозе сосудов, артериальной гипертензии, болезнях печени, желчных путей и мочевыделительной системы. Концентрированный свекольный сок оказывает очень сильное воздействие на пищеварительный тракт. Возможно даже тошнота, боль в животе и легкое головокружение. Поэтому его рекомендуется пить в сочетании с другими соками, постепенно увеличивая дозировку. Морковный сок. В свежем морковном соке содержится бета-каротин, витамины группы В, а также А, С, И и П, более 20 микро- и макроэлементов, органические кислоты, пектины, флавоноиды, фитонциды. Морковка – рекордсмен среди всех овощей по содержанию бета-каротина. Это вещество, поступая в наш организм, преобразуется в витамин А, необходимый для острого зрения, красивой кожи и волос, крепких костей и ногтей, правильной работы щитовидной железы и высокой сопротивляемости к болезням. Среди микро- и макроэлементов, содержащихся в морковном соке, есть и натрий, и кальций, и калий, и железо, и даже селен – редкий минерал, защищающий от рака и продлевающий репродуктивный возраст. О пользе пектинов и органических кислот мы уже рассказали выше. Флавоноиды – это вещества, активизирующие выработку ферментов, улучшающие пищеварение и укрепляющие стенки сосудов. Получить флавоноиды мы можем только из сырой растительной пищи. Всего существует более сотни наименований этих полезных веществ. Одно из наиболее известных – рутин. Он входит в состав аскорутина, препарата, назначаемого при ломкости капилляров. Фитонциды, содержащиеся в морковном соке, подобны тем, что находятся в составе чеснока и репчатого лука. Это природные антибиотики, защищающие нас от инфекций, простуд и нарушений пищеварения, спровоцированных патогенной микрофлорой. Морковный сок рекомендуется врачами, кормящим матерям и будущим мамам, женщинам в период менопаузы, страдающим остеопорозом, людям с плохим зрением, всем, кто жалуется на сухость и дряблость кожи, дурной цвет лица, ломкие волосы и ногти, плохие зубы и кровоточивость десен, пациентам, страдающим болезнями печени, желчного пузыря и почек, гипертоникам и больным атеросклерозом сосудов. Огуречный сок. Сок из огурцов многим кажется бесполезным, потому что это практически вода. Действительно, содержание воды в нем близится к 100%. Но в этом слабом растворе присутствует много полезных веществ – витамины А, В, С, И, H и П, магний, калий, натрий, кальций, железо, фосфор, йод, фтор, кремний, сера, органические кислоты. Употребление свежевыжатого огуречного сока позволяет поддерживать в организме правильный баланс между кислотами и щелочами. Этот сок обладает мягким мочегонным действием, притом, в отличие от аптечных препаратов, он не вымывает из организма бесценный кальций и калий. Помогает огуречный сок и от запоров, 1 стакан утром натощак, и проблемы как не бывало. Но главное свойство сока из свежих огурцов – очищающее. Он прекрасно выводит токсины, улучшает цвет лица и способствует снижению избыточного веса. Огуречный сок рекомендуется при задержке жидкости, отеках у беременных женщин, высоком артериальном давлении, аллергии, угревой сыпи и тусклом цвете лица, нарушениях пищеварения, запорах, вздутии, метеоризме. Сок сельдерея, петрушки и шпината. Из зелени и корнеплодов можно получить не менее полезный сок, чем из свежих овощей. Он несколько сложнее готовится, вам понадобится много сырья и хорошая бытовая техника, но усилия того стоит. Сок сельдерея. Он примечателен высоким содержанием натрия по отношению к кальцию – 4:1. Выше мы уже упоминали о проблеме нерастворимого кальция, засоряющего наши сосуды и капилляры и известью. Так вот, правильное соотношение натрия и кальция в продукте позволяет нам получать полезный, растворимый кальций, так необходимый для здоровья зубов, костей и суставов. В соке сельдерея есть также магний и железо, а значит, он улучшает качество крови. Сок петрушки. Это один из самых концентрированных и сильнодействующих овощных соков. Пить его рекомендуется по 30-60 граммов в день, причем в составе соковых смесей. Этот сок показан при дисфункциях надпочечников и щитовидной железы, нарушениях менструального цикла, воспалительных заболеваниях глаз и мочеполовой сферы, хрупкости сосудов и капилляров, высоком уровне холестерина и триглицеридов в крови. Сок шпината. Сырой шпинат и свежевыжатый сок из него просто незаменимы при болезнях кишечника. С
помощью регулярного употребления шпината можно избавиться от хронических запоров без всякого вреда для организма. Химические слабительные препараты в большинстве своем вызывают привыкание, а сок из шпината мягко послабляет, при этом очищает кишечник, улучшает перистальтику, выводит скопившиеся токсины. Полезен этот продукт и при пародонтозе, кариесе, гормональных сбоях, высоком давлении и болезнях почек. Сок киви. Нельзя не упомянуть о киви. Это хотя и фрукт, а не овощ, сахаров и калорий в нем совсем немного, около 40 килокалорий на 100 граммов. Зато там много витамина С, калия, марганца, фосфора, магния, железа и полезных фруктовых кислот, благодаря которым сок из киви очищает сосуды и способствует снижению артериального давления. Киви – один из немногих фруктов, которые можно и нужно употреблять при сахарном диабете. Подходит он и тем, кто хочет похудеть. Всего 1 стакан свежевыжатого сока киви в день полностью восполняет потребность взрослого человека в витамине С. Этот продукт обладает также деликатным мочегонным и послабляющим эффектом. Но его не рекомендуют людям с язвенной болезнью и повышенной кислотностью желудка. Готовить сок из этого экзотического фрукта лучше, не очищая его. В кожуре киви содержится большое количество антиоксидантов и веществ, препятствующих раннему старению и поседению волос. Если вас смущают жесткие волоски, кожицу можно предварительно потереть щеточкой. Рецепты соковых смесей для очищения сосудов. Готовить овощные соки нужно из качественных, не старых плодов комнатной температуры. Пожухлые или сильно охлажденные овощи не дадут вам много сока, поэтому выбирайте только мясистые, упругие плоды, пролежавшие при комнатной температуре не менее 2 часов. Если у вас нет современной соковыжималки с центрифугой или еще лучше шнековой соковыжималки, можно, конечно, натирать овощи на мелкой терке и отжимать через стерильную марлю, так называемая соковыжималка Пифагора, но это очень трудоемкий и утомительный процесс. Лучше выделить средства на покупку хорошей техники, ведь это разумное вложение. Соковыжималка обязательно пригодится всем, кто заботится о своей красоте и здоровье. Чтобы добиться максимального лечебного эффекта, нужно употреблять только свежеприготовленные соки. В холодильнике овощная соковая смесь хранится не более часа, не более суток, если у вас шнековая соковыжималка. Дальше сок может потерять свои полезные свойства, а то и вовсе забродить. Первый рецепт. Для приготовления сока от высокого артериального давления вам понадобится морковь 7 частей, сельдерей 4 части, шпинат 3 части, петрушка 2 части. В сутки можно спокойно выпивать до 1 литра такого сока, но привыкать к нему нужно постепенно. Первую неделю лечения за 20 минут до еды выпивайте по половине стакана смеси, а то и меньше, вплоть до 1 столовой ложки, если вы имеете множество хронических заболеваний пищеварения. Если вы не заметите никакого дискомфорта или нарушений в работе пищеварительного тракта, через неделю можете повысить дозировку до 1 стакана 4 раза в день. Стандартный очистительный курс продолжается 1 месяц, затем нужно сделать перерыв на 2 недели и можно повторить лечение. Второй рецепт. Чтобы приготовить соковую смесь для очищения сосудов и активизации кроветворения, вам понадобится морковь 10 частей, свекла 3 части, огурец 3 части, киви 1 часть. Такой фруктово-овощной коктейль принимают в меньшей дозировке. Первую неделю по 3 столовых ложки за 20 минут до еды. Можно начинать даже с 1 столовой ложки, если вам далеко за 40-50, а затем по половине стакана 3-4 раза в день. Со свекольным соком нужно обращаться крайне осторожно. Если вы чувствуете головокружение или тошноту, даже после нескольких ложек вышеприведенной смеси, уменьшите содержание сока свеклы до 1 части, а затем постепенно увеличивайте до рецептурного значения. Почему именно сок, а не свежие овощи? У вас может возникнуть закономерный вопрос. А почему бы не есть свежие овощи целиком? Ведь в них содержится клетчатка, которая, подобно ёршику для мытья посуды, вычищает из кишечника вредный мусор. Ответ простой. Если вы уверены в качестве овощей, вырастили их на собственном огороде, можете смело грызть сырую морковь и готовить легкие салаты со свекольной ботвой, шпинатом, огурцами, сельдереем, петрушкой и прочими полезными дарами природы. Но если вам приходится покупать продукты в магазинах и на рынке, подумайте, так ли они безопасны. В современном сельском хозяйстве используются нитраты, гербициды и прочие химические вещества, борющиеся с вредителями и сохраняющие урожай. Все эти удобрения, пусть и в небольших количествах, но оседают в плодах. Выжимая сок, мы получаем все самое полезное, что содержится в овощах и фруктах, а вредные компоненты остаются в жмыхе. Но есть и другие причины. Вы физически не сможете съесть столько овощей, сколько вы можете выпить сока. Кроме того, сок усваивается организмом очень быстро и легко,
а на переваривание целых овощей нужно затратить много времени и сил. А если у вас слабая пищеварительная система, то зачем лишний раз нагружать ее? А как же фрукты? Второй закономерный вопрос. Неужели во фруктах меньше витаминов, микро- и макроэлементов и полезных фруктовых кислот, нежели в овощах? Конечно, нет. Фрукты тоже способны помочь с очищением сосудов и снижением артериального давления. Однако в них содержится сахара, фруктоза и глюкоза, которые в больших количествах перегружают поджелудочную железу. Ежедневное употребление фруктовых соков, особенно в больших количествах, неминуемо подталкивает к развитию сахарного диабета. В целом фрукты калорийнее овощей, что не способствует похудению. Они чаще вызывают брожение в желудке и кишечнике, а также аллергические реакции. Частое употребление свежих фруктов может испортить ваши зубы. Эмаль истончается, развивается кариес. Безусловно, среди фруктов есть низкокалорийные и очень полезные экземпляры. Но овощи в плане снижения давления и очищения сосудов все-таки предпочтительнее. Меры предосторожности при лечении соками. Люди с ослабленным организмом и хроническими заболеваниями, особенно пожилые, должны подходить к соколечению очень осторожно. Перед тем, как начать регулярно пить свежевыжатые овощные соки, нужно обязательно проконсультироваться со своим терапевтом или гериатром. Такое лечение может дать серьезные побочные эффекты в виде обострения панкреатита, язвы, ишемии, холецистита, подагры. Только лечащий врач, знающий обо всех особенностях вашего организма, может дать добро на очищение сосудов соками овощей или фруктов. Некоторые соки, особенно свекольный, с непривычки дают очень выраженный очистительный эффект. Людям старше 70 лет его нужно начинать пить по 1-2 чайных ложечки в день и лишь при хорошей переносимости постепенно увеличивать дозу. С особой осторожностью к такому лечению нужно подходить тем, у кого есть песок в желчном или мочевом пузыре. При мочекаменной и желчнокаменной болезни прием концентрированных овощных соков вообще строго противопоказан, поскольку острые камни, выходя, могут повредить протоки и вызвать внутреннее кровотечение, не говоря уже о диких болях. Даже мелкий песок под действием соков выводится из организма с сильными болями и мутной, темной мочой. Когда ждать эффекта? Чтобы полностью нормализовать артериальное давление, снизить уровень холестерина и триглицеридов в крови и существенно укрепить здоровье, придется пройти 2-3 полных лечебных курса, то есть потратить несколько месяцев. Прежде чем отказаться от этой идеи из-за ее нескорой и сомнительной эффективности, задайте себе вопрос: весь этот мусор и жир накопился в вашем организме за неделю или месяц? Нет, не за месяц и даже не за год, а за долгие годы неправильного питания и невнимательного отношения к своему здоровью. Так почему же вы ждете от овощных соков или любой другой методики, что она решит вашу проблему в мгновение ока? Запаситесь терпением, и природа обязательно поможет вам справиться с высоким давлением. Будьте здоровы! Автор статьи – Соколова Нина Владимировна. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.